Друзья, всем привет! Сегодня полезное видео для тех, кто собирается строиться или находится на начальном этапе строительства. Пытается некоторые этапы сделать собственными усилиями и умениями для того, чтобы сэкономить немного денег. Те, кто следит за моим каналом, знают, что я запланировал стройку небольшого дома и еще зимой смонтировал свая. Приехали ребята из компании КЗС, классной машины для вкручивания свай. За полдня вкрутили мне 39 свай разной длины, от 2,5 до 3,5 метров. И уехали. Разная длина свай у меня на участке получилась из-за того, что у меня перепад до 60 сантиметров. Мне сказали, что надо сделать обвязку свай, которые выше земли больше, чем на 50 сантиметров. Если этого не сделать, то, возможно, в будущем при ходьбе по полу будет ощущаться так называемый эффект батутности, что, конечно же, нежелательно. Я этот этап решил сделать сам, так как уголки у меня уже были в наличии, а сваркой я немного пользоваться подучился. Поэтому взял в руки рулетку и принялся измерять все сваи, насколько каждая торчит от земли. Те, что больше 50 сантиметров, помечал, их буду обвязывать. Получилось 16 свай. Перед началом обвязки я порезал уголок на отрезке по 10 сантиметров. Это будут кронштейны или уши, за которые буду крепить основную обвязку, так как напрямую к свае приваривать уголок будет не очень крепко, как мне кажется, из-за небольшого пятна контакта. Сваи будут обвязаны уголком по диагонали. Сверху на сваях будет обвязка пакетом досок, на которые будет установлен каркас. От верха и от низа сваи отступаю по 10 см и привариваю кронштейны. Отступы нужны снизу, чтобы во время пучения грунта не доставало до обвязки, а сверху, чтобы не мешать при монтаже обвязки из пакета досок. Необходимо будет вкручивать глухари снизу. Так мы не закрываем доступ. Далее отмерил диагональ от верха сваи до низа соседней сваи и отрезал этот уголок по размеру. Удобно пользоваться сварными клещами. Зажимаю вверх, а низ прихватываю сваркой. Далее прихватываю вверх и снимаю клещи. А затем уже все хорошенько обвариваю. Уши загибаю по трубе для лучшего примыкания. В целом процесс не скажу, что сильно тяжелый и напряжный. Сварочный полуавтомат для меня лично очень упрощает процесс. Хоть и нужен баллон с углекислотой, но я купил маленький на 10 литров и вожу с собой, там где надо что-то приварить. А электроном варить так я нормально и не научился. На весь процесс я потратил 2 раза по полдня. И самый первый день, пока прикидывал как и что, с пробу пера, так сказать, потратил часа 3. То есть, если знать, что делать, то мой объем работы 16 свай можно легко выполнить за один рабочий день. С перекурами и обедами. Но на этом подготовка свай к монтажу каркаса дома еще не готова, на мой взгляд. Далее необходимо все уголки и сварные швы покрасить в 2 слоя хорошей краской. Я использовал вот такую грунт-эмаль Olycolor 3 в 1. Красить можно прямо по ржавчине. В составе есть и преобразователь ржавчины, и грунт, и эмаль. Наношу на швах пожирнее, чтобы максимально защитить от коррозии. Обязательно красить в 2 слоя, как рекомендует производитель. На этом можно закончить, но я решил не останавливаться и сделать еще дополнительную защиту, чтобы максимально постараться увеличить срок службы свай. Для этого обкапываю каждую сваю вокруг на штык лопаты. Самое слабое место у металлической сваи в месте соприкосновения ее с грунтом, так как в этом месте задерживается вода и присутствует кислород, плюс грунт ходит туда-сюда в межсезонье. Получается такая агрессивная среда, и коррозия начнется именно в этом месте, ниже и выше грунта на 10 см. Кстати, краска уже полностью высохла к этому моменту, а это значит, что можно приступать к следующему этапу. Для этого нам понадобится битумная мастика. Для обмазочной гидроизоляции буду использовать вот такую от компании Forbitex. Мастика нужна для того, чтобы защитить всю конструкцию от влаги и коррозии. Сохранит гидроизоляционный слой даже после трения грунта о сваи при межсезонье. Очищаю сваю от грязи и приступаю. Наносить мастику можно и при минусовой температуре до минус 10. Но при температуре ниже плюс 5 мастику необходимо выдержать при комнатной температуре не менее суток. И только после этого наносить с помощью шпателя, кисти или наливом с разравниванием. У нас уже весна вовсю, и наносил просто кистью, жирным слоем. Время высыхания одного слоя 24 часа. Наносил в 2 слоя, промазывая сваи от приямка до оголовка. Особенно тщательно промазывая сварные швы. Окончательное отвердение покрытия происходит через 5-7 дней. После высыхания мастика Forbitex образует монолитный слой с глянцевым блеском.
Ее также можно применять для гидроизоляции бетона, железобетонных и деревянных конструкций. Купить битумную мастику Фарбитекс можно в строительных магазинах. Или, как сделал я, заказать в интернет-магазине М-краски. А по моему промокоду «Советы» у вас будет скидка 10% на все. Ссылку и промокод оставлю в описании. После высыхания засыпаю грунт обратно. Думал использовать песок для засыпки, но почитал форумы и поспрашивал у знакомых, так и не нашел подтверждения, что это делать необходимо. Была также идея застелить свайное поле геотекстилем и сверху засыпать мелким щебнем. Но у меня довольно большое свайное поле, дом одноэтажный, и поэтому мероприятие получается довольно дорогое. А реальной пользы, как я понял, не получится, только эстетически красиво. Трава под домом расти и так не будет, а влагу отводить буду с помощью дренажа вокруг дома. Так что под дом, как я надеюсь, попадет немного воды. Поэтому на данном этапе подготовка к возведению каркасного дома я считаю законченной. Друзья, вот такой информативный и, скажем так, узконаправленный ролик сегодня получился. Надеюсь, узнали для себя что-то полезное. И если это так, то ставьте лайки и в комментариях напишите, как вы относитесь к такому виду фундамента. Если еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик. А также подписывайтесь на канал в Telegram. Там стараюсь показывать мелкие нюансы, которые возникают в работе. И вообще всю движуху можно наблюдать гораздо оперативнее. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!